В одном из спальных районов Киева поздним осенним вечером домой спешила уставшая женщина по имени Алина Коваль. После тройной ночной смены санитаркой в городской больнице номер 12 у нее уже не оставалось сил, а мокрый снег и холодный ветер только подчеркивали усталость. Денег на такси не было, автобусы перестали ходить, и она шла пешком, прижимая к себе пакет с лекарствами для пожилой соседки. На пустынной улице ее остановил полицейский патруль. Формальный вопрос о документах быстро превратился в грубое «проверим», а затем в унизительный досмотр. Пакет с лекарствами выбросили в лужу, вещи вытряхнули на грязный асфальт, а Алина оказалась прижатой к холодной стене под взглядами случайных прохожих. Кто-то снимал происходящее, кто-то смеялся, а она стояла неподвижно, чувствуя, как стыд и беспомощность режут сильнее ветра. Полицейские вскоре уехали, не извинившись. Алина долго сидела на бордюре, собирая грязные таблетки и пытаясь отдышаться. Дома она разрыдалась, впервые за долгие месяцы работы и бесконечных тяжелых ночей. На следующий день коллега убедила ее рассказать о произошедшем. Скромное видео, снятое для внутренней страницы больницы, неожиданно разошлось по соцсетям. Люди узнали в женщине санитарку, которая помогала им или их родным. Комментарии с поддержкой множились. Через сутки появилось и другое видео, запись самой проверки, снятая очевидцем. Оно вызвало общественный резонанс. СМИ, блогеры и обычные жители обсуждали унижение, которому подвергли медработницу. Началось служебное расследование. Алину пригласили в мэрию, где ей вручили награду за гражданскую доблесть. Она не чувствовала себя героиней, но ее история вдруг стала символом того, как обычный человек может столкнуться с несправедливостью. Через некоторое время один из тех полицейских пришел в больницу попросить прощения. Он признавал, что тогда поступил жестоко, и что эта история заставила его по-новому взглянуть на службу. Алина не питала к нему ненависти, но ясно понимала, главное, чтобы подобное больше не повторялось. События получили неожиданное продолжение. В отделении полиции, где работали те сотрудники, была создана инициатива по работе с жалобами граждан без формализма и давления. В городе стали чаще проводить открытые встречи между жителями и патрульными. Несколько обществ по правам человека использовали историю Алины как пример необходимости перемен. Тем временем она продолжала работать в больнице. Несмотря на внутренний страх, который все еще возвращался при виде полицейской формы, в ней появилось новое чувство, уверенность, что ее голос может что-то изменить. Она стала участвовать в волонтерских программах, помогать бездомным и поддерживать тех, кто сталкивался с уличной жестокостью. Однажды в отделение привезли молодого бездомного с переохлаждением. Алина узнала в нем подростка, смеявшегося и снимавшего на телефон ее унижение. Он стыдился смотреть ей в глаза, а она просто ухаживала за ним, так, как делала бы для любого человека. В этот момент она поняла, что круг замкнулся. Ее боль смогла стать для кого-то уроком. Весной город преобразился. Там, где когда-то произошел инцидент, установили новую лампу и обустроили остановку. Алина прошла по той улице снова, спокойно, ровно, без страха. Она оставила у бордюра маленький букет ромашек, будто отдавая городу все пережитое. Постепенно ее деятельность привела к тому, что ей предложили стать координатором городской программы «Люди поруч», направленной на улучшение отношений между гражданами и полицией. Теперь она помогала другим находить свой голос и защищать себя. Алина не считала себя борцом или символом. Она просто однажды пережила унижение и слишком долго молчала. Но ее история научила ее важному. Даже самый обычный человек способен изменить среду вокруг себя.